Суперские перемены на пороге. Что же произойдет? Давайте посмотрим вместе. Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Однозначно, сразу же мне показано, что начата жизнь с чистого листа. Неважно, кто от кого ушел, да, опять-таки, это может быть уход от женщины, да, либо же, просто разрыв. Это может быть уход с работы, это может быть, что вы пережили даже перемещение, вот именно местоположение, да, поменяли кардинально, кто-то уехал далеко, да, то есть куда-то уехали, переехали и так далее. Это была, такая вынужденная мера. Ваши новые истории, которые вы начали с чистого листа, у каждого это своя новая история. И неважно, личная жизнь, по работе, там, да, у кого какие проблемы были. Все это связано с дикой болью и с дискомфортом. Вы, в принципе, человек, который привыкли, да, вот на одном месте там быть, жить, работать. Вы привыкли, что у вас одна женщина любимая. И здесь вам пришлось кардинально менять свою жизнь, может быть, даже на 24 градуса. Кто-то из вас очень сильно могли даже заболеть при этом разрыве. После ухода от женщины, я имею в виду. Скорее всего, здесь, сердечко, сердечно-сосудистая система могла пострадать. Кто-то мог либо в больнице быть, может быть, практически были в больнице уже одной ногой, да. Но эту боль вы пережили. Поскольку это общий расклад, да, может у кого-то проиграться, что вы сейчас находитесь вот в таких энергиях, когда все, жизнь разрушилась, ничего не хочу, ничего не буду. У тех, кто поменял, допустим, свое место жительства, опять же, это не от хорошей жизни. Кто-то от обстоятельств сбегал, да, мы не будем озвучивать то, что сейчас происходит. Кто-то, может быть, вынужден был уехать, потому что уволили с работы. Может быть, реорганизация какая-то, да, вот просто закрыли место вашей работы. То есть у всех разные. И однозначно, вот ваши такие перемены, они особо вам такого позитива не принесли. Да, вы уже свыклись, да, вы сильный мужчина, вы уже, кто-то даже вырулил из этого состояния, начинаете оживать и начинаете чувствовать, в общем-то, прелести жизни. Но довелось вам очень и очень много претерпевать. Кто-то из вас, возможно, не так давно кого-то похоронил, очень важного человека, очень, либо же это близкий, может быть, кровный человек, может быть, это близкий друг, да, то есть, опять-таки, испытали очень сильную боль. В общем, какой-то у вас, я не знаю, мне показано, что не очень простой период в жизни. Давайте-ка сделаем опрос маленький по этому поводу. Напишите, ребят. В последнее время у вас действительно вот в жизни такая черная полоса, вот может быть какой-то период неудач, да? Кто-то выруливает уже, однозначно мне показано, что есть среди вас те, кто уже вырулили из такого состояния. Вот напишите, у вас продолжается вот такая череда неприятностей в жизни, либо уже все наладилось. Давайте посмотрим, кого из вас больше. Вы, в принципе, довольствуетесь тем, что у вас есть, да, вы звезду с неба не собираетесь доставать, вы человек вообще неприхотливый, хотя у вас и нажито некое имущество, у каждого это свое, но не собираетесь вы гнаться за какими-то звездами, да, и даже ради женщин, я вам скажу, вы... Да, в меру своих сил, конечно, вы старались, что-то делали там и для женщины, да, но особо вы не будете гнаться за какими-то большими-большими деньгами. Во-первых, у вас есть, как сказать, вы человек, который имеет все-таки свое достоинство. Как бы вас женщины и обстоятельства не пытались нагинать, наклонять, да,
Вы всегда остаетесь где-то на своем настаиваете, где-то вы проявляете характер. Да, вы можете дать слабинку, но это бывает очень-очень редко. А так вы человек, вот, который может дать отпор. Обязательно вы никогда, тем более вот после того, что вы пережили, вы никогда не позволите с собой плохо относиться. Вы сможете, как бы вам тяжело не было, внутренне некомфортно, но вы поставите человека на место. Это идет, опять же, из прошлого. Кто-то из вас, может быть, даже живет где-то у водички, недалеко водоем какой-то есть, да, и вы периодически приходите и кайфуете. Это может быть даже ваше такое место силы. Вот вода это, ну, в принципе, у кого-то может даже проиграться, что вы водного знака зодиака, но вот вода это место, где вы расслабляетесь, где вы можете просто посидеть, глядя на воду, и вы кайфуете, да, напишите, у кого это проигрывается. Очень много, может быть, по работе, да, вот как-то по жизни очень много общаетесь. Вот настолько много общаетесь, что хочется иногда уединения, хочется покоя. Иногда, вот знаете, как говорят, голова идет кругом, потому что целый день то на телефоне, то клиенты, может быть, да, ну то есть такой круговорот общения и острая нехватка покоя. Далее, касательно женщин, мне показано, что, ну, в принципе, я уже не удивляюсь, да, потому что те, кто меня смотрит постоянно, ну, в общем-то, уже определенный контингент, то я уже даже не удивляюсь, что мне часто какие-то моменты повторяются вот в раскладах, в сигнификации. И опять-таки мне показано, что вы сторонники серьезных отношений. Кто-то сейчас имеет женщину, да, может быть, даже живете вместе с женщиной. Какая-то женщина, давайте коротко. Смотрите, мне показано, те, кто живет с женщинами, у вас, ну, не очень хорошие отношения. Скорее здесь, ну, так на грани, либо уже разбито сердце. То есть это отношения могут быть одиночество вдвоем, это отношения, от которых хочется бежать. Это отношения, ну, в принципе, и отношениями их тяжело назвать, потому что это одна нервотрепка. Также те, кто среди вас, допустим, холостяки, опять-таки, поскольку у нас выпала императрица, это говорит о том, что ну, вы нацелены, да, вот если встретится такая женщина на вашем пути, то вы, конечно же, будете ее рассматривать прежде всего как там будущую свою спутницу, кто-то, может быть, как мать детей будет рассматривать, то есть здесь по-любому будет серьезный такой посыл. Но никак не на романчик, не на развлечение. И причем вы будете, да, вы будете стараться, вы будете готовы вкладываться в эту женщину, только бы она была, вот, чтобы была как человек. Вот вам важна она как человек, порядочная, классная. Вот для вас этот пунктик человечности, отзывчивости, какой-то доброты, для вас это очень и очень важно. Ну, давайте-ка смотреть, что же за суперские перемены вас ждут. Давайте я буду называть, в общем-то, как всегда, разные события. А вы будете переворачивать под себя, кому что подходит. Итак, что за суперские перемены вас ожидают? Решится какая-то тупиковая ситуация. У каждого это по-своему может проиграться, да, у каждого свои ситуации, но кто-то из вас может даже, допустим, вот вы были в отшельниках, не хотели ни с кем общаться, вы начнете наконец-то оживать, начнете выходить в свет, начнете больше коммуницировать. У кого-то были, может быть, финансовые какие-то тупиковые ситуации, что вы там копеечки считали, решится проблема с помощью какого-то человека. Кто-то, может быть, одолжит, кто-то возьмет вас на работу. Ну, то есть, опять же, тупик с деньгами решится. У кого-то из вас, возможно, даже есть проблема по здоровью. Но здесь может быть ситуация, когда вам либо же операцию предлагали, либо же какое-то, ну, такое довольно серьезное лечение,
которая вас не очень устраивала, может быть, по деньгам, может быть, вы вообще опасались, да, вот как будто интуиция ваша подсказывала, что что-то здесь не то. Скорее всего, вы либо же доктора поменяете, либо же, может быть, даже где-то сами, вплоть до того, что по интернету начнете изучать свою проблему по здоровью, и вы все-таки найдете какое-то новое лечение, возможно, с помощью нового доктора, ну, какого-то вот целителя, может быть, кто-то даже к целителям обратится, и ваше ну, такое проблемное местечко по здоровью, оно начнет улучшаться. То есть здесь идут сдвиги в лучшую сторону по здоровью. Причем даже это может быть по поводу ну, какой-то болезни, которая застопорилась. Если вы, допустим, лечите, результата нет. А здесь пойдут сдвиг, когда вы поменяете либо доктора, либо вот само лечение. Причем, по-моему, уже не первый раз у нас это выпадало. Кто-то из вас будет делать предложение, либо уже задумываетесь сделать. Здесь очень такой классный будет тандем. Если у вас уже есть женщина, с которой вы встречаетесь, да, с которой вам классно, комфортно, вы понимаете, что это ваш человечек, вы ее любите, здесь будет очень теплая, гармоничная семья. Эта женщина будет, ну, такой надежной вашей поддержкой и опорой. Поэтому, конечно же, да, дерзайте, ребята. Вы уже, ну, либо кто-то решил жениться, либо вот в ближайшее время вы примете это решение по поводу брака и предложите ей. Ну, может быть, кто-то просто пожить предложит, у кого какие предпочтения. Далее, сейчас еще я хочу уточнить. Ну, еще такой неприятный момент, но хотя я вам скажу, что этот момент будет к лучшему. Это то, что, в общем-то, кто-то из вас решит избавиться от негативных отношений. Неважно, вы просто встречаетесь, либо вы живете с женщиной, да, которая ну, никак вас не радует, с которой тяжело, с которой некомфортно и больно уже, да, жить. Вот вы наконец-то наберетесь смелости и либо разорвете эти отношения, может быть, заявление о разводе пойдете подавать. Но здесь будет очень осознанное решение. В принципе, вот как я уже говорила, да, выход из тупика, потому что вы могли эту идею долго вынашивать, сомневаться, уходить, не уходить, вроде бы и свой человечек, вроде бы еще, может быть, и чувства есть. Но, с другой стороны, понимаете, что так продолжаться не может, поэтому здесь очень четко вы обдуманно, взвешенно, вы примете это решение, и это будет, в принципе, я бы тоже это назвала суперские перемены, это освобождение, это освобождение. Вы об этом немножко позже задумаетесь и поймете, что это освобождение, и вы почувствуете, как вам будет морально легче, когда ты знаешь, что ну, тебе никто не будет выносить мозг, тебе никто не будет разбивать сердце, ты не будешь прощать измены, предательства, вранье и так далее. Поэтому это тоже, ребята, хоть на первый взгляд кажется, да, когда рушится семья, либо рушатся отношения, это ужасно, это страшно. Но вот в этом случае, ну это не жизнь. Вы понимаете, да, кто так живет, вы понимаете, о чем я говорю. Так, еще что за перемены у вас будут? Дорога. Смотрите, может проиграться дорога, очень такая классная, теплая, причем эта дорога у кого-то проиграется, может быть, к родителям, к родственникам, к людям, которых вы давно не видели. Может проиграться, допустим, если вы за границей где-то, а ваша родина в другой стране, вы либо вернетесь на родину, либо просто в гости приедете к родственникам, к родителям. Но это будет потрясающая теплая встреча со слезами счастья, с радостью. Причем вы могли долгое-долгое время не видеться по разным причинам. Кто-то из вас, может быть, даже услышит, ну, такие заветные слова: «Ты скоро станешь папой». Тоже может эта история проиграться, будете довольны, будете счастливы, потому что это вам скажет ваша любимая женщина. Те из вас, кто вкладывали, может быть, деньги в какое-то дело,
Может быть, там, я не знаю, в банке на проценты, на депозиты, куда-то еще там, ну, в общем, вкладывали свои деньги, активы. Довольно неплохой урожай соберете. Да, в принципе, я вам скажу, что даже в прямом смысле слова, кто из вас даже огород посадит, у вас будет очень классный урожай. Но это так, забегая вперед, это вам тоже на ближайший сезон, да, вот на лето. Поэтому дерзайте. Кто может быть фермер, может быть свой огород на даче, либо возле дома, да, если это частный дом. Будет очень классный у вас урожай. Не забывайте об этом. Причем вот как-то вы в охотку будете работать над этим урожаем. Далее, у кого-то может проиграться непредвиденная командировка, но в этой командировке вы можете познакомиться с женщиной, с которой впоследствии у вас могут завязаться отношения. То есть это где-то либо в дороге, либо уже по факту там, куда вы приедете. Причем вы можете совмещать и работать, и параллельно общаться, встречаться с этой женщиной. Ну, у кого-то, конечно, может и просто как романтик такой, да, случиться. Опять же, все индивидуально, поскольку это общий расклад. Далее, у кого были какие-то недоразумения, может быть, с вашими родственниками, здесь могли быть конфликтные ситуации. Неважно, там, с родителями, братья, сестры, кто угодно, все, кто относится к вашей семье, здесь, скорее всего, либо же по поводу денег могли быть какие-то недорешенные вопросы, спорные вопросы, могли быть какие-то пустые придирки. Но здесь все очень быстро урегулируется. Я думаю, в ближайшее время вот все устаканится, и ваши конфликты сойдут на нет, вы будете нормально общаться. Кто-то из вас получит известие издалека. Опять же, очень теплое известие от человечка, с которым у вас связаны хорошие такие, может быть, даже давние воспоминания, с которым, ну, либо вы давно не общались, у каждого жизнь пошла своим путем, и здесь вы очень классно так пообщаетесь. Может быть, даже кто-то сможет и встретиться. Ну, давайте еще напоследок посмотрим. Ой, какая-то гулянка вас ждет. Может быть, это мальчишник, может быть, день рождения, корпоратив. Ну, в общем, это будет теплая компания, где вы весело, тепло, в общем, суперски проведете время. Далее, еще мне показано, у кого, допустим, по работе, может быть, с начальством были какие-то терки, не очень приятные моменты, вам казалось, что придирки какие-то, может быть, конфликты даже. Здесь будет какая-то ситуация, что человек наконец-то, ну, начальник, либо начальница ваша, да, человек как будто откроет глаза на вас и как будто взглянет с другой стороны, увидит и насколько вы классный работник, вы мастер своего дела. Ну, то есть вы вырастете в глазах, вы заметите, что к вам поменялось отношение начальства в лучшую сторону, и, в общем-то, вас это порадует. Так, ну и еще я вам скажу, знаете как, какое-то будет у вас, может быть, это самоощущение. Я не исключаю, что это под действием, ну, такой большой-большой работы над собой. Вы попытаетесь искоренять, может быть, кто-то вредные привычки свои искореняет, уже, может быть, даже вы будете и дальше их искоренять, вы избавитесь от своих каких-то вредных привычек. Кто-то начнет действительно работать над своим характером. Ну, вы понимаете, ну, к примеру, да, может быть, вы понимаете, что вы вспыльчивый, там, либо еще что-то. Вы возьметесь за свой внутренний мир, и у вас будет очень классно это получаться. Кто-то, может быть, успокоительный будет пить, кто-то будет пытаться как-то сдерживаться, да, вот именно вот тяжелая работа над собой, но она будет очень и очень у вас успешная. Ну и, мои дорогие, здесь, в общем-то, по любасику у вас будет все классно в личной жизни. Повстречается у вас еще женщина, которая будет для семьи, да, и для романа, и для семьи. Но это будет женщина, где вы познакомитесь как-то очень неожиданно, спонтанно.
Скорее всего, она будет брюнетка, приблизительно вашего возраста. Ну и такая она очень семейно ориентированная, впрочем, как и вы. Поэтому у вас будут стремительно развиваться события с этой женщиной, но это скорее какое-то либо людное место. Может быть, еще, знаете, проиграться место у воды. Ну, то есть сюда и фонтаны можно отнести, речки, океаны, моря, ручейки. Ну, только лужи мы сюда, сюда мы никак не приплетем. Поэтому, мои дорогие, все у вас будет хорошо. Берите, кому что подходит. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!